Компания-конкурент занимается целенаправленным скрытым хантингом персонала. Ну, то есть они стараются у вас украсть ваших сотрудников, вытащить, зарекрутировать, захантить. 3 сотрудника, которые ушли, сделали это очень неэтично, одинаково агрессивно, заканчивая и не соблюдая договоренности. У нас классная корпоративная культура, обучение, коррекция, высшая среднерыночная зарплата, как дать отпор. Я бы собрал данные, потому что, смотрите, когда ваших людей переманивают, когда ваших людей рекрутируют, они используют какие-то слабые места, они используют какие-то наши слабости. Что-то, в чем мы не доработали. Ну, то есть есть что-то, в чем мы не доработали. Всегда. Вы соблюдаете договоренности, у вас хорошая корпоративная культура, уровень зарплаты выше среднерыночной, но все равно есть что-то, почему им удается схантить ваших сотрудников. Да, при условии, что это хорошие сотрудники. Потому что, возможно, они хантят у вас худших из худших, и, может быть, это очень неплохая идея, если они хантят худших из худших. Монти! Ко мне, мой могучий орел! Поэтому первое, ответьте на вопрос, кто эти люди. Они ценные или не ценные? Ну, надо по-честному на это ответить. Конечно, всегда хочешь сказать, да нет, они не ценные, то есть если были ценные, не ушли бы, но давайте честно на это посмотрим. Это хорошие сотрудники или нет? Если хорошие сотрудники, второй вопрос, почему? Почему им удалось их схантить? Что они такого предложили? Что они предложили такого, на чем они сыграли, на что они надавили? Это можно выяснить. Найдите тех, кто в дружбе с этими ребятами. Пускай с ними поговорят, пускай вытащат, пускай соберут информацию. Смотрите, когда люди агрессивно заканчивают, не соблюдают договоренности, то с ними нужно общаться. То есть кто-то, кто у вас отвечает за увольнение. То есть что бы я сделал, будучи на месте этого человека? Я бы, видя, что человек проявляет себя агрессивно, я бы спросил, слушай, я вижу, что ты расстроен и ты разозлен. И я понимаю, что у тебя могут быть для этого очень серьезные причины. Но я тебя очень прошу рассказать, а почему? То есть чем ты недоволен? Или что не так было в компании? Потому что, ну, понятно, что ты, скорее всего, не останешься в компании, это ясно. Но, по крайней мере, мы сможем это исправить. По крайней мере, с другими такое не будет происходить, они не будут расстраиваться и так далее. Расскажи мне, что нам надо исправить в нашей компании. То есть каждый человек, который увольняется, неважно, он делает это расстроенным, он делает это веселым, делает это этично, неэтично, как угодно. С каждым человеком нужно делать такое интервью и выяснять все-таки настоящие причины, настоящие мотивы, почему человек увольняется и так далее. И только потом принимать решение и действовать. Понимаете? То есть сначала ответьте на вопрос, это действительно хорошие сотрудники или нет? Если это хорошие сотрудники, не мытьем, так катаньем, найдите способ, несмотря ни на что, с ними пообщаться и выяснить, почему они уволились. По-настоящему. И, возможно, вы найдете причину, которую можно подкрутить в вашей компании, такое больше никогда не будет происходить. Потому что в любой хорошей компании, в любой успешной компании стараются хантить людей. Это нормально. Берти, будь старшим бизнес-аналитиком. Кто? Я? Пожалуйста, Берти, умоляем! Ладно. Ура! Почему бы нет? Это не противозаконно, это не нарушает никаких этических принципов хантить людей из другой компании. Если я, например, уверен, что в моей компании мы даем самое лучшее нашим сотрудникам, они могут реализовать себя по максимуму, почему мне не хантить людей, которые работают в других конкурирующих компаниях? Я уверен при этом, что наши услуги прекрасны. То есть я делаю хорошо для наших клиентов, я делаю хорошо для этих людей, которых я схантил, я делаю хорошо для нашей компании. И в целом мы выигрываем здесь win-win-win. То есть нет никакой проблемы в том, чтобы хантить. Но это, конечно, с той стороны баррикады это выглядит не так. Это то же самое, как борьба за клиентов. Мы забираем клиентов, и мы считаем, что это хорошо и правильно, и мы выкладываемся по максимуму, клиенты получают хорошую услугу. Но кто-то, какая-то другая конкурирующая компания может сказать, они бесчестные, они украли нашего клиента, мы с ним хотели работать, мы с ним общались уже 3 месяца, и тут он, бац, пошел к вам на услуги, ах, какие вы негодяи. Точно так же и с сотрудниками, они свободные люди, они имеют право выбирать, поэтому я бы здесь, знаете, вот с плоскости, что с ними не так, я бы постарался переместить свою точку зрения на плоскость, а почему это произошло и как мы можем на самом деле что-то изменить в нашей компании.